Скорпионы, здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 8 по 14 декабря. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает, какие карты вам сегодня выпадут, что выпадет скорпионам, чего вам следует, в принципе, ожидать от этого периода, от этой недели. Я напомню вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, вы можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень признательна. Это позволит распространить мои видео, это позволит, может быть, больше людей, чтобы увидела, собственно, этот расклад. Я буду знать, что не зря это делаю. Поэтому пишите, не стесняйтесь, отмечайте отметкой лайк, если вам это видео нравится. Расклад по дням, то есть на каждый день недели достаю по одной карте. Сначала из основной колоды, из этой, второй иллюминатов, а затем из следующей дополнительной колоды тоже дополнительная карта для уточнения. И мы смотрим, что получается, собственно, какие комбинации выпадают, и их с вами разбираем. Итак, неделя с 8 по 14 декабря. Что ожидает представителей знака Стрелец в этот период? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, у нас есть такие замечательные карты. На дне колоды у нас принцесса мечей, карта воздушная, карта воздушного знака, воздушные стихии, то есть это весы, близнецы или водолеи. Очень много здесь огненных знаков, очень много земных. То есть на самом деле может быть общение с любым из знаков зодиака, любой стихии. Водных здесь мало, но на знаках, наверное, останавливаться не будем. Вот у нас есть принцесса мечей, которая здесь наблюдает какой-то шанс или возможность, которая может вам выпасть, и она может иметь хорошую долгосрочную перспективу по принцу пентаклей, которая здесь есть, по девятке пентаклей, привести вас к успеху, но это происходит как будто бы не сразу, то есть нужно будет запастись терпением. Но хорошие могут быть возможности, которые вам на этой неделе даются с принцессой мечей. Собственно, давайте посмотрим на королеву пентаклей, которая здесь у вас есть первой на понедельник. Почему выпала она? Королева пентаклей — земная стихия, и она может говорить про общение с земным знаком, как я уже сказала, то есть это девы, тельцы или козероги. Также вы можете здесь заниматься каким-то делом, работой, которая приносит вам деньги, то есть трудолюбие вам, скорее всего, окупается какой-то прибылью. Карта королевы пентаклей показывает в целом, что и в отношениях вы стараетесь быть сердечными, верными, постоянными, то есть вам хочется этой стабильности, которую любит эта королева пентаклей, и, собственно, это то, что вы здесь и делаете, да? То есть так себя проявляете, так себя показываете. Давайте посмотрим еще, что здесь у скорпиончиков есть на понедельник. Кроме королевы пентаклей есть еще и паж пентаклей. Как я уже говорила, хороший шанс, хорошая возможность может здесь выпасть, если вы ее вовремя заметите, если вы ею воспользуетесь. И вот, собственно, уже в понедельник вам может поступать какое-то хорошее, выгодное предложение. Карта маг, кстати, на дне колоды дает вам ощущение, что вы сможете, что вам хватит энергии, воли, возможности в ваших руках. У вас в ваших руках все инструменты для того, чтобы творить, да, создавать, созидать что-то. И, собственно, по пажу пентаклей тот шанс, который вам дается, он очень выгодный, очень перспективный, и вы сможете из него хорошую выгоду получить, поэтому его не стоит упускать. Нужно быть достаточно решительными, чтобы его здесь принимать. Карта четверка кубков, карта, которая показывает почему-то во вторник ощущение небольшой апатии, удрученного такого состояния и усталости, которое у вас может быть, несмотря на те возможности, которые вам даются. У вас может появиться небольшое чувство неуверенности. Ваше ли это, нужно ли вам это, собственно, что с этими возможностями делать. То есть по четверке кубков вы можете даже на кого-то обижаться почему-то в этот день, как бы так вот можно сказать. Четверка кубков. Давайте посмотрим дополнение у скорпионов. Почему здесь выпала четверка кубков? Карта король жезлов. Может быть, обижаетесь на человека огненного знака. Это лев, овен или стрелец. Или как-то не совсем, может быть, уверены в каком-то деле, которым занимаетесь, какой-то работе. По тройке пентаклей можете обижаться на то, что кто-то на работе не выполняет полностью
всю работу 100%, на которую должен, допустим, возложенную часть обязательств, потому что вот она, тройка пентаклей. Каждый должен выполнять свою задачу, но кто-то может выпадать в коллективе и не выполнять ту задачу, которую должен, и вам приходится больше делать, больше брать на себя. И это может, да, действительно касаться работы, может касаться огненного знака, либо в семье, вот здесь семья изображена, муж, жена и ребенок, может быть, вы общаетесь там с огненным знаком, да, у вас есть такое в семье, есть как будто бы обида на такого человека, какая-то дискоординация в действиях, может быть, да, по страшному суду как-то переворачивающие какие-то события происходят, кто-то на кого-то обижается, какие-то былые ошибки напоминаются, вспоминаются, собственно, да, и какие-то обиды здесь дают о себе знать. Дальше идет карта сила на среду, карта льва, и может быть общение с человеком знака лев, но также здесь может быть и по карте сила чувство своего превосходства, своей силы, чувство, что вы можете и будете управлять ситуацией и людьми, которые вокруг вас, что вы сможете ими как-то не то чтобы силой управлять, но умением убеждать, уговаривать, влиять на них, сможете повлиять и на ситуацию в целом. Карта сила, она о духовной силе, о женском начале, о возможности не силой физической, да, а силой духовной выигрывать в каких-то вопросах и в ситуациях. Карта сила. В целом очень хорошая такая позитивная карта. Давайте посмотрим, скорпиончики, что еще у вас на среду выпадает. Карта семерка пентаклей, да, и карта рыцаря пентаклей. Все медленное, замедленное, потому что рыцарь пентаклей — это то, что не торопится, не спешит. Четверка пентаклей дальше. То есть здесь в целом есть ощущение силы в каких-то финансовых вопросах. Возможно, вы можете обсуждать какие-то вопросы на доверительном таком уровне с другими людьми, касающиеся какого-то медленного развития, медленного прогресса в делах, понимание, что нужно приложить в чем-то усилия, может быть, скопить каких-то денег, потому что есть, не знаю, там с близкими, с родственниками можете обсуждать какие-то вопросы того, что нужно бы подэкономить денег, потому что нужна какая-то, там готовится какая-то серьезная покупка дорогостоящая, допустим, да, то есть какие-то планы далеко идущие. Четверка пентаклей, как будто бы нужно сохранить, удержать, не потерять то, что ценное у вас есть, чтобы приумножить еще больше в дальнейшем. И семерка пентаклей еще и о работе, которую нужно приложить. Здесь у вас достаточно сил, чтобы быть и далее терпеливыми, настойчивыми в каком-то вопросе и прикладывать усилия, работать, иметь ту выносливость, ту силу, чтобы дальше продолжать выращивать вот это дерево, да, которое принесет вам хорошие плоды, хорошие результаты. Карта сила. Карта сила. Даже не знаю, но еще карта сила. Вот здесь как сила, возможность влиять на кого-то, может быть, ожидать от кого-то сообщений, вести каких-то, ожидать, да, действий, ожидать каких-то поступков от других людей, потому что вы знаете, что вы имеете на них определенной степени влияния, да, поэтому понимаете, что этот шаг или это действие будет сделано, но нужно подождать. Дальше карта девятка кубков, карта хорошая, да, карта достатка и успеха, и благополучия. Замечательная карта. Здесь, может быть, даже про какие-то излишества может говорить, поэтому нужно быть осторожнее в четверг, чтобы не переедать, не злоупотреблять ничем. Вот она, девятка кубков. Можете с чем-то себя побаловать, даже не знаю, что-то себе такое здесь купить, не отказать себе в какой-то прихоти. Девятка кубков. Девятка кубков у скорпионов в четверг. Давайте посмотрим еще, что здесь может быть у скорпиончиков. Карта страшный суд, карта туз кубков. Могут быть какие-то праздники, юбилеи, на которые вас приглашают. Это как что-то повторяющееся в вашей жизни. Что-то снова и снова повторяется, и как страшный суд, да, по спирали возвращается и повторяется. И карта девятка кубков — это как воспринимается праздник, какое-то веселое событие. И туз кубков как радостное начало. И тут этот король кубков, который чуть ли не тосты говорит или какие-то приятные эмоции испытывает. И это водная стихия здесь, да, то есть раки, рыбы, скорпионы могут иметь место. Поэтому, да, это ваша карта. Карта туз кубков.
чувства у кого-то, да, вот такого вот радостного состояния, влюбленности, может быть, каких-то приятных сюрпризов, которые здесь могут у вас также происходить в целом, успеха, который вам сопутствует по карте Страшный суд. Получаете что-то по заслугам, да, то, что вы заслужили. Дальше карта Пятерка Пентаклей. И вот она не самая позитивная. Давайте посмотрим, что в дополнении будет. Может быть, карта дополнительная как-то смягчит эту Пятерку Пентаклей. Но вот Пятерка Пентаклей о или финансовых каких-то потерях, трудностях, либо о чувстве беспомощности или чувстве ненужности, чувстве, что о вас забыли, может быть, близкие там или родственники не обратили на проблемы ваши или ваши потребности внимания, может быть, не позвонили вовремя, или вот такое какое-то ощущение у вас может быть, или какие-то неприятности, которые вы здесь переживаете, их нужно решать, или даже у кого-то проблема небольшая какая-то со здоровьем, которую нужно будет решить, или там обратиться за консультацией какой-то, или потратить деньги на какое-то лекарство, ну то есть даже банальное, что-то незначительное. Давайте посмотрим Пятерка Пентаклей, почему здесь выпадает Пятерка Пентаклей у скорпиончиков, карта Короля Кубков, карта вашей водной стихии здесь также выпала, собственно, да, может быть общение с человеком знака Рак, Рыбы или Скорпион, и может быть определенной степени обида на такого человека, может быть, или какая-то задетость, затронутость ваших чувств, потому что кубки, эмоции, ваши переживания эмоциональные, вы по Четверке Кубков можете на кого-то обижаться и быть разочарованы в чем-то, быть немного замкнутыми эмоционально, и по Пажу Кубков как будто есть ощущение, что нужно какую-то ситуацию исправить. Пятерка мечей, голова из этого болит, волнуетесь, думаете, как здесь, собственно, поступить в происходящем. И по Пажу Кубков ищите, как будто думаете, шанс подходящий или неподходящий, чтобы как-то наладить с кем-то отношения, если вы поссорились или какая-то конфликтная ситуация, допустим, на работе возникла. Но вы можете колебаться, сомневаться, стоит или не стоит это делать, стоит или не стоит здесь, допустим, обижаться или не обижаться, пойти на какое-то перемирие, навстречу другому человеку, использовать шанс помириться, допустим. Дальше идет карта Принцесса Пентаклей, земная стихия. В субботу очень много может быть каких-то выгодных, хороших предложений, которые вам поступают, или в целом какие-то хорошие шансы, выпадающие вам здесь. Также может быть и получение чего-то материального, возможно, что-то как даже мелкий какой-то подарок получить. Кто-то может к вам в гости прийти, принести просто что-то с собой, да, материальное. Также Принцесса Пентаклей, она земная, и можете общаться с земным знаком здесь, то есть девы, тельцы или козероги, может быть, младше вас, потому что все-таки Принцесса Пентаклей, Паж Пентаклей, это кто-то младше, это может быть ваш ребенок, допустим. Давайте посмотрим Принцесса Пентаклей, что здесь может быть еще у скорпионов. Рыцарь Пентаклей, Король мечей, Рыцарь Пентаклей, так, Принцесса Пентаклей, шанс, который выпадает. И по Рыцарю Пентаклей вы верите в удачу, и верите, что это для вас выгодная, хорошая возможность, и что ее нужно принимать. Но вы не торопитесь с принятием решения очень быстро и стараетесь все хорошенько продумать, взвесить, потому что Король мечей, он очень ответственно подходит к любым решениям, он очень много думает, у него меньше эмоций, он не такой эмоциональный, он рассматривает какие-то новые возможности, да, то есть открыт новым возможностям, открыт новым каким-то перспективам, но при этом он их хорошо взвешивает, продумывает, старается контролировать себя, чтобы не делать каких-то шагов в неизвестность глупых, да, как здесь по этому шуту может быть. То есть по десятке Пентаклей старается принять мудрое решение, особенно если это может задевать вашу семью или интересы вашей семьи, ваших детей. Дальше Король жезлов, карта огненного знака, Лев, Овен или Стрелец. Возможно, общение с таким огненным знаком зодиака может быть. Либо здесь по Королю жезлов вы можете проявлять такое действие в действии, потому что Король — это действие, жезлы — это действие. То есть это, собственно, такой очень активный знак, активная карта двора здесь для Скорпиона, которая выпадает на воскресенье. Она показывает, что вы готовы здесь действовать, вы готовы сиять, вы готовы по карте Солнца добиваться
да, процветание, вы счастливы, возможно, здесь какие-то радостные события происходят, касающиеся зачатия ребенка, может быть, новости беременности императрицы или какие-то вопросы, касающиеся роста вашей карьеры, вашей работы, потому что жезлы — это работа, императрица — это рост и развитие, это процветание, это возможность зарождать новое, развивать нечто, да, то есть взращивать императрица. И это приносит вам счастье, радость, много радостных эмоций по этому поводу. Тут же двойка кубков. Я думаю, что в отношениях может быть прям какая-то идиллия. Император, может быть, общение императрица, император в паре, просто замечательно. Кто планирует беременность, может быть очень хороший, благоприятный прям для этого момента, благоприятный период. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Желаю вам всем всего самого наилучшего, скорпиончики. Подписывайтесь на мой YouTube канал, не забывайте оставлять комментарии и лайки. Буду очень-очень признательна.